Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. А сегодня на обзоре новинка российской фирмы «Звезда». Военный автомобиль Dodge WC51 в 35 масштабе. Рекомендованная заводом стоимость набора 2200 рублей. Помимо самого набора, я покажу вам еще множество дополнений для этой модели. И еще, при заказе данной модели в нашем интернет-магазине iModelist.ru вы получите полный набор фототравления фирмы Microdesign совершенно бесплатно. И еще купон на скидку 15% на любой следующий заказ. И скидку 30% на дополнение к этой модели. Количество деталей в наборе 270. Длина собранной модели будет составлять 12,1 см. На обратной стороне коробки, помимо этой информации, вы еще можете найти информацию о прототипе машины. И фотографии собранной модели вы можете посмотреть. А между тем набор содержит декаль, литники с деталями, схему окраски модели и нанесения декалей и инструкцию для сборки. Модель новая 2022 года, и это собственная разработка фирмы «Звезда». Первый литник перед вами. И здесь детали открытой кабины машины. Как вы видите, кабина отлита в разобранном виде, и ее придется собирать. Модель выполнена с полным интерьером. Есть и пол кабины. Не половина кабины, а пол, нижняя ее часть. Решетка сделана одной деталью. Смущает только ее толщина. Но для пластика совсем не дурна решеточка. Данное кресло водителя используется только для первого варианта сборки. А первый вариант сборки – это сборка с фигурой водителя. Бампер на Dodge очень простой. Клыки выполнены отдельно. В модели присутствует двигатель, поэтому дверцы капота можно сделать и открытыми. Модель это позволяет. Литник номер 2 полностью посвящен кузову машины. На кузове, как и в кабине, также присутствует хорошая детализация. Есть дуги для тента, и это очень радует. Можно тент не ставить, если хочется, или если не хочется. И борта сделаны чудесно-расчудесно. Литник 3. Детали тента, которые также нужно собирать. И фигура водителя. Лично я не люблю, когда кабина и тент требуют сборки. Но все же на тенте присутствует имитация полотна. Есть ремни и застежки. И это не может не радовать. Фигура водителя. Лицо отлито довольно неплохо. Человек похож на человека. Голова дана отдельно, руки, ноги, туловище и даже одна кисть. Все это отдельно. Есть ППШ в комплекте.
Литник номер 4. Самый большой и объемный литник по количеству деталей. Здесь и детали рамы, и детали двигателя, детали интерьера салона кабины, диск запасного колеса, выхлопная система. Рама перед вами. И да-да, раму тоже нужно собирать, хотя есть и направляющие для сборки. И собрать будет несложно. Рессоры с имитацией пластин. Полная детализация двигателя, и это очень радует. На Dodge WC51 устанавливался бензиновый двигатель T215 мощностью 92 лошадиные силы. Выхлопная система дана одной деталью. Есть в наборе и лопата, и топор. Два одинаковых литника с покрышками колес, с дисками колес, с креслами. Есть и канистры. Покрышки колес в данном наборе не резиновые, а пластиковые. И довольно простенькие. Нет надписи на бортах. Выполнены двумя половинами. Есть канистра, которая также располовинена. А раз два одинаковых литника, тогда и канистр получается две. Данные кресла используются для варианта сборки без водителя, то есть на них нет имитации нагрузки пятой точкой. Диски колес хорошие, болты, все дела. Литник с прозрачными деталями. Деталей здесь немного. Лобовое стекло, абсолютно простое на прототипе было. И рассеиватели фар. Насечки имеются. Декаль на 3 варианта окраски. Только опознавательные знаки. Приборную панель предполагается красить самому. Но у нас есть два варианта лучше по этому поводу. Чуть попозже об этом. Инструкция черно-белая. Два варианта сборки. Первый с водителем, закрытым капотом и без тента. Второй без водителя, с тентом и с открытым капотом. Содержимое набора на второй странице. А потом большое количество шагов сборки. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. 3 варианта, как я уже и озвучил. Первый Dodge Советский Союз. Второй армия США во Франции, 1944 год. И третий, и он же заключительный, армия, сражающаяся Франция, вторая бронетанковая дивизия, бронетанковый полк морской пехоты, Париж, 1944 год. По модели это все. Продолжу сначала с подарка. А именно, фототравление фирмы Microdizine. Название машины написано с ошибкой, со всеми бывает. В наборе 2 платы фототравления. Первая из них цветная. Приборная панель, номерные знаки, знаки 3 и 3/4, фонари,
Или, скорее всего, катафоты. Вторая плата не окрашенная. И чего тут только нет. И детали двигателя, капоты, решетки. Ну, много всего нужного и полезного. Конечно же, к набору фототравления прилагается и инструкция. Ну как же мы без инструкции? Она обязательно должна быть. А теперь дополнение. И напомню, что их сейчас вы можете приобрести со скидкой 30%. Альтернатива первой плате микродизайна – это 3D-декаль фирмы Quinta Studio. Стоимостью 343 рубля. В наборе 2 листа. Первый с приборной панелью, катафотами. И второй лист с привязными ремнями. Набор окрасочных масок фирмы SX Art. Цена 175 рублей всего. Здесь у нас имеются маски на лобовое стекло, на места дворников, и трафареты на санитарную версию машины и звезды. В наборе есть также зеркальная пленка на зеркала заднего вида. Набор красок фирмы Pacific стоимостью 378 рублей. Набор включает в себя краски: темно-зеленая США, брезент хаки, черная, коричнево-бежевый цвет, старые шины, белая и жидкий клей. Есть вот такие ажурные фары фирмы 3A Studio стоимостью 149 рублей. В наборе 2 фары и 2 рассеивателя фар. Передняя решетка на Dodge фирмы DVC стоимостью 119 рублей. На этой решетке уже толщина намного ближе к оригиналу машины. Пулемет ДШК образца 1938 года на станке Колесникова стоимостью 252 рубля. Производитель фирмы «Моя модель». Материал полимер. Фигура водителя есть в наборе от звезды, а вот фигуры в кузов нет. Исправляем. Фирма DVC. Набор фигур «Советская пехота». Первый вариант. Цена 679 рублей. В наборе 2 фигуры бойцов. Фирма DVC. Набор фигур «Советская пехота». Второй вариант. Цена аналогична первому варианту, 679 рублей. В наборе также 2 фигуры бойцов, но в других позах. Ну, иначе смысла во втором варианте не было бы. Набор покрышек фирмы DVC. Стоимость 476 рублей. В наборе 4 колеса под нагрузкой и с цепями. И одна запаска без цепей и, соответственно, без нагрузки.
Еще покрышки фирмы DVC. Кому-то нравятся колеса без нагрузки. Пожалуйста. Стоимость 447 рублей. И еще покрышечки. Также DVC. Также 447 рублей. Теперь с нагрузкой 4 колеса. И запаска без нагрузки. Все виды покрышек у вас есть. Выбирайте. Высота колеса без нагрузки больше, чем у колес с нагрузкой. Ну, все как в жизни прям. Ну и на пасашок, как говорится, табличка с советским флагом Dodge WC51 стоимостью 70 рублей. И такая же табличка, но с американским флагом, аналогичной стоимости. Вот теперь все, я закончил. Приобрести набор, получить подарки вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.